Это один очень известный дизайн 3D доски. Меня часто спрашивают, есть ли у меня чертежи по изготовлению доски и смогу ли я ее изготовить. Дело в том, что я не хочу ее делать так, как она делается стандартным образом. А делается она обычно следующим образом. То есть изготавливаются правильные шестиугольники, которые состоят из двух равнобедренных трапеций. То есть вот это все сначала склеиваются две детали, в частности, вот предположим, клен и орех. Затем из этого делается правильный шестиугольник. Затем эти шестиугольники пилятся и склеиваются между собой. При таком способе изготовления доски возникает очень много дефектов. То есть везде есть отверстия, потому что точно подогнать, сделать идеально ровный шестиугольник сложно, практически невозможно. В деревообработке практически невозможно, поскольку даже в процессе изготовления древесина меняет свои размеры, и рисунок получается нарушенным. Поэтому я решил разработать свой метод изготовления этой доски, когда доска будет изготавливаться, как и обычные другие доски, из щитов. Что для этого нужно сделать? Для этого сначала нам нужно будет подготовить вот такие детали, затем их склеить, то есть 4 вида деталей мы готовим, затем их склеиваем, получаем 3 вида щитов, затем эти щиты склеиваем в определенной последовательности, получаем вот такой рисунок. И если мы вот так вот повернем, то получим вот такой рисунок, такую доску. Как будто бы идет освещение сверху, эта сторона светлая, это наполовину освещена, а это полностью в тени. Вот поэтому сейчас я попробую изготовить такую доску. Буду делать доску размерами примерно 300 на 440 миллиметров. То есть рисунок будет вот такой, достаточно крупный. Но при использовании этого метода доску можно сделать неограниченных размеров. Все-таки при стандартном методе изготовления достаточно сложно склеить вот эти все шестиугольники, поскольку склеивание идет не под углом 90 градусов, а под углом 30 или 60 градусов. То есть получить хорошую склейку при таком склеивании практически невозможно. Итак, приступим. То есть сначала мы должны будем изготовить 4 вида щитов, то есть склеить между собой различные породы древесины. Я буду использовать клен, венги и дуб для того, чтобы получить такой более яркий контрастный рисунок.
Щиты за ночь просохли, можно начинать строгать. По поводу толщины щитов. Значит, вот те щиты, которые при склейке будут находиться в середине, должны быть выдержаны в точном размере, то есть 20 миллиметров. Те, которые находятся по краям, увеличим на 1 миллиметр, потому что эти края будут затем обрезаться. Соответственно, будет 11, 21, 31 и 41 миллиметр. Начинаем склеивать щиты в указанном порядке. Внутрь помещаем щиты толщиной 20 миллиметров. То есть это, здесь нельзя ошибиться. Слишком много клея нельзя наносить, поскольку из середины он никак не выдавится.
Щиты склеены, готовы. Сейчас будем их пилить под углом 60 градусов. Буду использовать ленточную пилу. Можно использовать и циркулярку, но здесь глубина пиления будет 80 миллиметров, поэтому можно использовать только большой диск на 300 миллиметров. Поэтому проще и экономичнее использовать ленточную пилу. Сейчас поворачиваем стол на 30 градусов. Еще. Сначала отпиливаем просто угол, для того, чтобы подготовить щиты к дальнейшему пилению. Теперь нам нужно распилить щиты на отрезке толщиной 23 миллиметра. Вот, поэтому устанавливаем продольный упор таким образом, чтобы получить искомые 23 миллиметра. Сделать это можно только методом подбора. Поэтому сейчас поэкспериментируем, измерим тестовый образец, а потом уже все распилим. Толщина отрезков получается разная, не одинаковая толщина по всей длине, поэтому решили заменить ленточное полотно. Видимо, полотно уже тупое и его водит немного из стороны в сторону. Отрезки готовы. Теперь нам нужно отпилить вот эти углы, чтобы получить прямоугольник. От линии соединения двух пород отступаем 1 миллиметр. 1 миллиметр. И отпиливаем угол с одной стороны. Вот мы установили нужное расстояние пиления. То есть вот отпилили одну сторону, сразу же можно переворачивать и отпиливать вторую сторону, чтобы не мерить каждую делянку. Здесь вычисления достаточно точные, но если мы один раз правильно установим, здесь получается около 10 миллиметров, точно потом можно будет по чертежу посчитать. Поэтому отпиливаем углы сразу с двух сторон, установив нужное нам расстояние. То же самое касается и широких делянок. То есть, например, на этой место стыка достаточно далеко находится, но все равно точно так же отпиливаем вот эти углы с двух сторон. И потом уже будем строгать, подгонять под нужные размеры. Итак, мы получили 4 вида таких делянок. Согласно расчетам, ширина вот этой делянки маленькая должна быть 38,4. Вот она 38, и 3 получается. Ширина
большой должна составлять 73,1. Ну, тут чуть побольше. Но вот эти десятые, конечно, их очень сложно поймать. Что теперь делаем? То есть известен конечный размер этих делянок в щите. То есть расчеты сделаны так, что сейчас с каждой стороны нужно снять по 1,9 миллиметра. То есть мы должны получить ширину вот этой делянки 34,6, а вот это будет 69,3 миллиметра. Тогда у нас должен узор сложиться. Поэтому сейчас будем обрабатывать вот эти кромки на рейсмусе. Сейчас начинаем из получившихся делянок собирать 3 щита. То есть первый щит это дуб с кленом, второй венга с кленом и третий уже 3 породы. Для того, чтобы получить доску, которую я запланировал, размерами 300 на 440, нам нужно собирать первый щит из 5 делянок и второй из 5 делянок, а третий из 10. Тогда мы получим 300, а потом уже порежем их и соберем нужную доску длиной 440 миллиметров. Собираем первый щит. 5 делянок. Сверяемся по схеме. Дуб, наклон клена, вправо, все. Первый щит готов. Собираем второй щит. Он должен у нас быть вот так собран. Ну и, наконец, третий щит, то есть дуб, венги, венги, венги. Ну и смотрим по схеме. Дуб сюда наклон, венги сюда,
Все правильно. Теперь клей, получившиеся щиты, у них у всех одинаковая толщина, и при склейке их надо как бы хорошо прижать, для того, чтобы не испортить рисунок. Аналогично клеим другие щиты и сушим ночь. Завтра будем обрабатывать дальше. Щиты просохли, можно обрабатывать дальше. Сейчас нам нужно щиты прострогать с обеих сторон. Нет никаких проблем с первым и вторым щитом, поскольку здесь строгаем с двух сторон, убираем по 1,5 мм и получаем щит толщиной 20 мм. Но есть проблема с третьим щитом. Сейчас толщина этого щита, но как и всех остальных, составляет 23 мм. Нам нужно, теоретически нужно снять по 1,5 мм с каждой стороны, и мы получим искомый щит. Но все равно при склейке щиты немножко неровные. Здесь есть с обеих сторон клей. Поэтому нам нужно прострогать так, чтобы вот клен и с этой стороны не слишком сильно вылез за пределы дуба и венги. В идеале вот эта точка должна быть на линии строгания. Но так получается не всегда, поэтому при строгании нужно смотреть, чтобы вот эта линия клена, которая будет вот здесь, вот, чтобы она была очень тонкой или вообще была невидимая. То есть строгаем сначала одну сторону, подбирая потихоньку, затем переворачиваем и доводим до 20 мм. Прострогал я щит. Ну, смотрите, что получается. Нужно понимать, что абсолютной точности достичь все равно невозможно. Это древесина, есть определенная погрешность у инструмента, есть неточности склейки. И вот видно, что вот тут немножко вылезла линия клена, здесь нормально, здесь нормально. Здесь вот вылезла сильно достаточно. Сильно. С краев нормально. То есть все равно древесина абсолютно ровной быть не может. Но на общее визуальное восприятие доски это не повлияет. Всего лишь означает, что вот этот угол будут немножко скошены, либо чуть-чуть там на доли миллиметра не будут доходить. Сейчас, когда соберем готовую доску, то посмотрим, как это будет выглядеть. Но толщина всех щитов должна быть ровно 20 мм, иначе соседние делянки, соседние отрезки при разной толщине, вот это расстояние может быть больше либо меньше, и соответственно вот эти линии не совпадут. Теперь получившиеся щиты пилим на отрезке шириной 43 мм. То
То есть я хочу получить доску толщиной 40 мм, соответственно, получим заготовку толщиной 43, и после обработки на рейсмусе и шлифовальном станке получим искомые 40 мм. Так, приступаем к сборке. Вот сейчас момент истинный, получится или не получится доска, потому что эту доску я делаю первый раз, никогда раньше еще не делал. Вроде бы мы сделали все правильно, поэтому должно получиться. Значит, 3 типа щитов. Начинаем с 4-го, вернее, начинаем с 3-го и потом идем по порядку. Смотрим за рисунком, потому что здесь щиты совпадать не будут. 3-й, 2-й, 1-й, потом 3-й, 2-й, 1-й и так далее. Так, ну вроде бы все. Смотрим, проверяем. Вроде бы правильно. Доска будет строгаться в данном направлении, поэтому нужно еще, не забывайте про жертвенные бруски. Переходим к склейке. При сборке внимательно следим за углами, чтобы углы различных пород правильно сочетались между собой. Очень внимательным нужно быть при затягивании струбцин, потому что отрезки могут поехать
относительно друг от друга, поэтому для этого, чтобы это избежать, значит, во-первых, струбцины накладываем строго перпендикулярно линии склейки. Первые две струбцины сильно не затягиваем. То есть просто вот немного подтягиваем, чтобы закрепить. Затем переворачиваем доску. Накладываем еще две струбцины и затем постепенно затягиваем все струбцины примерно с одинаковой силой. В этом случае отрезки друг относительно друга сдвигаться не будут. Все, оставляем сушиться на ночь. Ну вот что получилось. В принципе, рисунок получился. К сожалению, небольшие неточности есть. Но вот видно, что вот здесь углы немножко съехали. Хотя вот эта линия правильная, ровная, а здесь идет уже смещение. Но это, я боюсь, что это связано просто с процессом усушки древесины в процессе изготовления. Потому что вот одна линия нормальная, и в этой же склейке вот здесь небольшой уголок, здесь небольшой уголок. Но в целом, если не присматриваться, 3D-эффект присутствует, впечатление в целом неплохое. Ну, приступаем к дальнейшей обработке, обрезаем доску по максимально возможному размеру, потому что здесь полоски сдвинуты, то есть будет вот это минимальное, а здесь вот это. Обрезаем доску и обрабатываем дальше.